Привет всем на канале Parfum King, и сегодня мы с вами поговорим про Chanel Allure Homme Sport. Да, вот так вот получилось, спасибо моему другу, сделал мне от Ливан 10, я не знаю сколько, 10-15 мл Chanel Allure Homme Sport. Я все время думал, что он в направлении синих, типа Savage, Bleu de Chanel, Yves Saint Laurent, Y, но слегка ошибся. Сейчас сделаю там код, будет вступление легкое, и потом мои впечатления от этого аромата. Первое, где я впервые... Я все время в магазине его проходил мимо. Специально. Как-то мне флакон не нравился, что-то как-то не интриговало меня. Но потом я посмотрел видео продюсера Майкла. Это миллионник канал, это очень знаменитый американский продюсер. У него куча Грэмми, Эмми. Оставлю обзор на... Оставлю ссылку на его канал в описании. Там у него есть одно видео про его коллекцию парфюмов. Она стоит в общей сложности, я не знаю, 20-30 тысяч долларов. У него полная коллекция Fragrance de Bois, разных модификаций, разные цены флаконов и так далее. И вот там вот у него был Allure Homme Sport. И у него спросили: о, у тебя и такой типа есть? Он сказал: да, и я люблю в нем мыть машину. Он живет в Калифорнии. Что это такое? Кто-то крикнул. Все время начинаю снимать, прилетает какой-то жук, кричит какой-то мужик, стройка начинается какая-то, выбивают какие-то окна. Ужас! Почему все время, когда я снимаю видео? Так вот, да, там он живет в Калифорнии, страшная жара, я не знаю, сколько там, 200 дней солнца в году или еще больше, и 300, может, дней солнца в году. И, в общем, он сказал, что он моет в нем машину. И тогда я начал уже заинтересовался им, вот я его получил, и теперь я его полностью оттестил, хотя я был в магазине, носил на кожу, на блоттер, ходил, не ходил, я понял, что со мной это не работает. Мне надо иметь этот аромат и ходить с ним 2-3-4 дня, только тогда я начинаю понимать, вообще он мне нужен или он мне не нужен, и что это за история такая. Ну давайте к аромату. Я думал, что он в направлении синих, он нет, он больше акватический для меня в начале. И это интересно, потому что аромат уходит из одной стадии в другую и переходит, так сказать, в третью. Старт у него напомнил мне слегка «Полиция едет». Все время, когда я снимаю, должны быть посторонние звуки. Проезжай. О, все, уехала. Не уехала. Уехала. Так вот, старт у него это как в Адидасе, если честно сказать. Я настолько был разочарован стартом, я такой думаю: боже, что я купил. Это цитрусы, ну какие-то они химические, какие-то они дешевые. И я думаю: боже, что это такое. Но через полчаса он ушел в какую-то морскую тематику. Какую-то соль, какое-то морское что-то. И что-то очень легкое. И что-то очень такое воздушное, морское, океаническое, назовем это так. И да, вот с этого секунды он начал мне нравиться. И потом еще через 40 минут с момента нанесения он уходит в какую-то легкую ваниль. Легкая ваниль, еле слышная сладость, такая чуть-чуть слышная сладость. И это супер. И вот с этого момента он действительно начал мне нравиться. То есть я бы сказал, что это больше акватический аромат. Какая-то муха прилетела опять, или это пчела. Как всегда. Все как всегда. Так вот, да, он стал каким-то океаническим, он стал каким-то морским и такой слегка сладковатый. И не зря приставка вот спорт, потому что он мне представляется как аромат для прогулки по пляжу, как аромат для спорт на открытом воздухе, как для катания на велосипеде. Не знаю, вот эта приставка спорт, она и есть спорт. Я его представляю только на себе, только в какой-то момент активности, плюс жаркий климат. Я думаю, когда температура уходит с 20 градусов, как-то он уже, мимо. Я не знаю, я знаю, что там среди вас есть очень много поклонников Allure Homme Sport. Напишите ваши впечатления о нем. Но я не представляю себя, например, пойти в нем в театр или, я не знаю, там пойти в нем на какую-то там встречу вечернюю или что-то такое, вообще не представляю себе. Это какой-то это приставка спорт, вот Ferrari свое мыть в Калифорнии, как делает продюсер Майкл. В нем можно, действительно, это вообще фантастика. Не отказался бы. В общем, вот такая вот история. И меня все время смущало, что мне в нем не нравится. Но вот что-то не нравится мне в нем. Он интересный, он прикольный. Мне нравятся вот эти вот переходы от ужасных цитрусов, моему мнению ужасных, очень классно, легкое, супер, еле чувствительная сладость от там ванили, там еще бобы тонко есть в описании, но так, я не уверен, что... Я их не слышу, короче говоря. Мне кажется, что этот аромат устарел. Его звучание устарело. Это аромат 2004 года, наверняка была какая-нибудь еще реформуляция непонятная.
Но есть намного интереснее ароматы в этом направлении, учитывая еще и цену. Стоит он тоже, так сказать, немало. И поэтому сложно сказать. Мне кажется, он устарел. Напишите в комментариях, считаете ли вы, что блюдо Шанель, извините, блюдо Шанель, Allure Homme Sport у меня Eau de Toilette устарел. Считаете ли вы, что он устарел? Напишите мне. Мне будет очень интересно это почитать, потому что мне кажется, что он действительно устарел. И я не готов давать столько денег за него, и я не буду покупать флакон, вот этот вот от Левант, который у меня есть. Теперь он будет ждать своего времени, а это значит июня или мая, когда начнется страшная жара. Кстати, если вы живете в супер жарком климате, я бы тогда сказал, да, окей, это неплохая история. Если вы живете в каких-то странах, типа там Австралия, там, я не знаю, Юг Америки, там, типа Южная Америка или, не знаю, там, южная часть Соединенных Штатов Америки, или, я не знаю, Ближний Восток, я не знаю, в Израиле где-нибудь, или в Марокко, или в Египте. Возможно, неплохой вариант. Возможно, неплохой вариант. В общем, такая вот мое ощущение о нем. Нет ни одного негативного обзора на него на ютубе, по крайней мере, я не видел. Я тоже не могу сказать что-то негативное про него, кроме старта дешевых цитрусов, химозных, слегка. Нет. И того, что, скорее всего, его звучание уже устарело. Но, в принципе, он интересный, да. Это интересный аромат. Стоит ли он своих денег? Отвечайте на этот вопрос сами. Как я уже сказал, я флакон покупать точно не буду. Новые, полный себе. В общем, вот так вот вкратце я вам рассказал про все, что я думаю. Подпишитесь на мой инстаграм. Всего вам самого лучшего и пока.